Всем привет, вы на канале Паривижн, и сегодня у нас новая рубрика «Разрушители фишек». Я и Достан будем смотреть видео, которые вы прислали с фишками, и анализировать, сможем ли это применить в официальной игре против Виталити, либо не сможем. Погнали. Первый ролик. А музыку не будут слышать это? Жестко с ТикТока. Ой, ну нифига, и всех обманул. Ну это прям дерьмище. Next. Ну это 0 из 10. На самом деле, если хотя бы тест-спавна показали, он прям с руки кидает, это типа не очень. Такой фейс бросали с тест-спавна на Бераше, еще куда не шло, но прям... Ты можешь только экстренно 2 в 1 в Зиге Ласт перейти, но часто он там лайнапит. Вроде не самый плохой смог, но его лучше использовать как-то по-другому на карте, наверное. Только по точный какой-то расклад. Да, не must-have это. Его еще лайнап этот учить нет смысла. Плюс ты так редко дойдешь до дома, до центра, чтобы тебя не спалили на прыжке и так далее. Только в клатчах каких-то, а в клатчах лучше до упора дойти и резко выбежать. Это Белыч, да. Да, Белычу как раз под его Ну вот Белыч пойдет такие фишки. Все блайнд. Ну, минус еще, потому что слышно эту флешку об базу. Один раз ее как-то увидит, он будет готов к ней, и там как бы у Белыча нет шанса. КТ не блайндит, наверное. Ну да, и самый важный спот, от которого флешка дается, это КТ, все остальное там в целом отпикивается. Ну да, там в целом так никто не стоит, только если авик, а этот авик, вот эти все, они отпикиваются, поэтому только от КТ нужна флешка здесь, поэтому такой 3 из 10, как будто в каком-то клатче против дефуза, еще есть смысл завязать, если еще легкий лайнап. На удержании бомбы. Ну или против сплита, КТ ты в яму зашел, тебя сплитуют. Ребят, мы начали забывать реально. Давид, что ли? Большую пистолетку, либо Это сигнатура. даже на форс, на карте Death 2. Вам нужно заколить своим тиммейтов. Пистик прям целый, да, мне расскажут? Нужно бежать lower to mid to B и все, и заканчивать на бэшку. Скажите о том, что у вас будет смог в КТ, поэтому вы спокойно проходите middle и заходите на Б. И еще то, что вы им накинете флешки от шорта, то есть ловер они могут пикать спокойно и убивать шорт. Что же в это время нужно сделать вам? Нам нужно кинуть смачок вот таким вот образом. Мы целимся вот сюда вот, видите, трещина. Буквально в эту трещину, только чуть-чуть левее. И просто jump throw прокидываю этот смачок. Бум. Далее залажу на бордюрчик и нахожу вот эту вот линию. Ее нахожу и кидаю в нее с шагом хорошим флешку. И следом вторую флешку. Флешку мы даем тогда, когда ваши тиммейты пробегают вот здесь вот. То есть как раз они здесь бегут, взрывается флешка, и ребята в шорту, да, которые хотят здесь попикаться, убивать ваших кентов. Левее может стать? Ребят встречают вот такой вот смок в мидлу, они могут спокойно проходить здесь, да, и бежать на бэшку. Ну, короче, мне кажется, смок базовый, но флешка, если она слепит человека по стенке, то флешка хорошая. Но если вот она прям человека по стене бландит, не то, что он там потом стоит, а вот именно за терапию справа, то тогда жесткая флешка, если она долетает, то, наверное, 5 из 10, если флешка долетает. Не проверим. What is this? I've never seen that. What? Это мы видели же. Да. В игре против нас Сершин бросал. Тоже. Это старый смог. Ну, я не мастер банана, но в Ну, целом... лайнапы, да, тоже закрывает вроде. Да, так. Да. Не мастер этих мейнгеймсов, но вроде смог крутой. Ну, вроде это есть здесь. Ну да. Voila. Что его там не бустануться, ничего не сделать. Поэтому тут здесь. Ой, этот буст. Ну, это база, типа. Не знаю, как оценить. Ну, его часто нельзя делать, но он в ребра всегда надо ожидать, что... Ну, 8-10 базовый, да, прикол. Next. Ну, если отыграть, можно себя убить. А что там ник Чики Джимми был? Ну, он быстрее лайнап, наверное. Все ждут. Подожди, а ник какой у него был? А, червяк Джимми. Это прям 0-10 как Думаю, будто. музыка прикольная. Это базовая флешка, нет? А, нет. Слышно же? Ну, если она вылетает и типа справа слепит, но вряд ли она не вылетит. Ну, как будто прям 3-10. Может, только в клатче от упора, если осталось. Ну, только в клатче. Ну, 3-10. В целом там другие есть посерьезнее флешки, которые и резче взрываются, и больше блайндят, поэтому 3-10.
когда на Б выходите на эншенте, вот это не кидайте, пожалуйста. Вот сюда в угол встал, нижнюю часть будку прицелился. Ну, это я. Типа, который выходит. Он не даже хуже, чем мы кидаем. Потому что она у него не светлая, не слепит, он ее без дабла кинул. Это вот точно такую же с дабла кидаете, и тогда чел будет 90 градусов на светлый слепой. Так, в целом, наверное, ну, флешки базовые, ну, типа 8-10. Все равно лучше, чем ничего. Это же старый Астраль Смок. Ну, прям 4-10. Там есть инстаки вообще на топ-мидл, поэтому 4-10. Ну, блин. Так, ну вот эти флешки 10-10, наверное, 10,5-10. На фейсите вообще будет норм. Ну, КТ она не слепит, поэтому там надо ее под определенные заходы кидать. А старший? На просвет? Мало, сегодня мы такой кинули, у нас за него штрафуют за такой смог. Да. Вот это как фишка. Лучше, чтобы он низом падал, потому что вот это прям дерьмище, и там ни в яму не пробежать, ничего. Смог как будто 1.10, я допускаю, что есть какой-то смысл в этом, но вообще лучше базовый смог. Плюс инстаки есть, плюс он медленно летит, лучше забыл найти себе лайнап. Ой, Это будет, вот это хорошее будет, сразу. Да, по это любой дьявол, это все, хорошее. это я добавляю себе. 10-10. Это 10-10. импойнт, он Да, это по основа. любой. Ну, это гений. Ну, $100 человек, который показал он. Или 20-ка. Что, просвет и зиг? Ну, этот виз показывал. Это мы Или видели. нет, на плент, я понял, я это видел. Типа, Зиг, просвет. такая линия смогла будет. Ну, прям 3-10. Просвет может только под пестик. Ну, там есть поприятнее лайнап и быстрее смоки, поэтому. Все, что бросается без W, они все медленнее летят, поэтому часто переходите на W смоки. Как Криштиану Роналду. И он обводит Это, все прям, поле. это мне такие сны снятся, когда я просыпаюсь на сбор. Ну так не юзают же. Пусть будет 2 дня. Да. Лучше тебе накидывать. Это Ну да, мы сами кидаем. О, это Андрей АВ бросал. да, 10-10. Ну это хороший это момент. да. 10-10. Компетитив. Ну, показывай, будем смотреть. 10-10, что. Да, это есть смысл, нихуя себе, ну еще раз. Ну там есть лучший лайнап, чтобы горело с двух сторон, по идее. Ну, просто молик часто не остается, наверное. Только на раш и то. 30-ка. Ну, ретейка. Ну, я не стал бы тратить оперативку, чтобы этот молик учить. Поэтому 3-10. О, это хорошее. Это хорошее. 8-10. Я ее даже бросал. Я тоже видел. Владу надо. А, ладно, как-нибудь сам разберется. Чтобы чел с нуля накинул, чтобы слышно не было топора. Но так в целом, она лучше, чем звук клавиш вверх, потому что она лучше заслепит типов снизу в упоре, но ее слышно, поэтому она не идеальная. Потом 8-10 придет. Ну, 10-10 флешку, что. Ну и до этого кидали с другой стороны, их было видно. И сейчас Апекс такие начал бросать, и все начали бросать 10-10. Позвал своих друзей на паре как бы. Но она не базовая, она только вот в 2026 начали такие давать. До этого давали с грибов, ну, чтобы ее видно не было, поэтому 10-10. Ты же бросал белый что? Хедшот? Нет, дефолт. Он просто перейдет же и поинт поставит. Не, ну нормально, если оперативки То хватает. лучше такой оттуда, которые базовые два молика. Внутри планта на ретейк. Более важно знать. Ну что, он увидит, молик перейдет. закон. До времени не хватает. Не, ну тогда да. Тогда да. Если прям 4... Ну плюс хаешка хорошая, наверное. Но там нормальные челы не ставят бомбу дефолт, они ставят в глубине планта обычно. Ну нормально, типа 6-10. Ситуативно можно юзать. Please stop throwing those flashes to entry into B site. This one will be your teammate. Learn this one from me. That only affects the CTs, so your entry will be unstoppable. Position yourself like this on the pillar and execute Тоже the Апекс. lineup. Я It сначала в blinds ТикТоке almost видел флешки, 100% потом of Апекс CT's начал бросать. possible positions. Oh, and you can throw several without stopping, because this one will be the CT's vision. Take advantage. Он так специально встал в створках, так как не стоят люди. Ну, мне такие все флешки. 6-10. Капец там пиксель.
Вот мой любимая музыка Эдита. Там есть легче лайнап, поэтому пусть будет 8-10, но там просто можно идея хорошая. быстрее скинуть, я такой молик знаю, поэтому 8-10. Ну, 10-10. Это жестко. Но если у тебя там на допах ты несешь ган, Да, это жестко 10-10. Пусть Белочь учит. Или Ваня. Ваня, Да. Ване такие фишки понравятся, мне кажется, поэтому. Ваня по-любому будет юзать. Ну, либо если 4 в 4 как-то М-ку перекинул, так поставила. Нормально. Офигенная пистолетка на Инферно через ковры. Ты колешь своим типам, чтобы они все шли в ковры. Одного типа просишь купить смог, он бежит сюда с тобой, Ну, нормально, тоже про игроки юзали недавно. стоишь вот так вот на стульчик на этот, садишься, целишься по букве L. Вот так вот, раз. кажется, у нас с пестиками траблы, его заюзаем тогда. Да, присылайте нам, Второй, по внутренней стороне, вот это вот. которые они сами же воруют у тех, против кого мы играем. Когда бежишь по карнизу, целишься Ну в все этот понятно, ковер. смог сена и И смог потом это. с джамп-троу Мало. кидаешь вот эту вот флешечку, которая слепит все позиции. На фейсе нормально, а так в целом в официальной игре такое не нравится. Дальше смог у тебя лежит на лонге, Я полностью смог мало не очень, Да. выпуклый будет слишком. только в сайте. Вы их зажмете 100%. Тип, который будет смотреть ковры, Ну все на понятно. флешке полностью Там будет тоже стоять сказки Андерсона рассказываются. у тебя просто все позиции. Все флоп. С два смока идеально. Ты залетаешь, раскидываешь просто и всех оппонентов выигрываешь раунд на лифте. Хорошо. This is the one-way smoke you need to hold an entry through long. It's simply a smoke that, when used at the correct angle from above the box, allows you to catch the tees by seeing their legs. Ну тебя же тоже могут прошивать яму. Один раз ты покажешь. Ну, в официальной игре маловероятно. Но на премке как будто на неждан. Пару дней можете поиграть, потом, мне кажется, люди уже адаптируются и будут подсказывать. Поэтому 3-10. Ну, блин, что, 10-10. Если быстро ориентир, Да, если Да. бы у тебя чуваки Быстро без челс. инпута в голове, это какая-то крутая вещь. да, это жесткая вещь. Надо просто быстрее без Да, инпута да. все сделать, и там вся тайминг есть. Нормально. Вот 10-10. самая крутая пока. Ну да, жестко. Да, в фейсе один раз можно ловить. 2-10. За старание. Просто минус смог. Ну это базовое. А, флешку бросают уже 10 лет это. Ну это как? Ну это прям... Это база. Реакция фейковая. Это из другого видоса, я уверен. Он не мог так среагировать на это. Там еще смог КТ. Замесал чел. Он подает от. Ну, он замесал смог, пацаны. 0-10. Базовый смог мешает. Это хорошее. Ну, Смотришь? я ее делал. Ну да. Смотри, А. смотри, что делаю. И вот сюда, вот так вот. Ебать! Еще два. Жестко! Не, да, вот это хорошее, я же в компете себя делал. Ну, а на один раз, там просто легкий лайнап. Разница между фишками то, что это должно тяжело контриться, эффективно должно быть. Когда есть вещь сильнее, незачем делать вещи, которые прям мало импакта дают. Ну вот и только единственное, что мы видели, это Game Changer, это там на Inferno смог, но это профессионально уже, который люди адаптировали, и буст на Дасте тоже. Из-за этого там новый спот под окном добавился, чтобы чел этот буст контрил. Все остальное это, конечно, по маме, наверное, даже не на фейсе. На фейсе даже вас засмеют, если будете использовать это. А так, посмотрели ваши фишки, некоторые моменты для себя подметили, но много очень фиговых. Ну, в принципе, было интересно, наверное. Да, Жак? Очень интересно. Но в целом, где-то я видел в ТикТоке. Не в ТикТоке, в Инстаграме. Да, всегда, если честно, все равно всегда интересно посмотреть, что народ придумывает. Да, мне кажется, если бы я собрал бы фишки, которые я увидел в интернете, я бы жестче показал бы. Там реально, там и бывают иногда сумасшедшие вещи, поэтому скидывайте, если что-то есть у вас, мы будем смотреть, добавлять. Да, только нам, чтобы мы первые это заюзали. Все, всем спасибо, до встречи.